Привет, сегодня поговорим, с помощью чего проще эксплуатировать человека на работе. Когда к вам на работу приходит начальник самодур, по типу нашего самодура Губокраса, безграмотного труса по жизни, с комплексом неполноценности, манией преследования, без необходимого образования, из-за которого, кстати, он очень дорожит, потому что в этом плане он уступает даже собственным подчиненным. Мое личное мнение сложилось так, потому что был бы он грамотный и поступал бы так же, как и все грамотные начальники. Да? Вот тогда наступает то время, когда рано или поздно тот самодур начинает отбирать кандидатов на работу на места, уволенных им из-за трусости, или на места ушедших людей, не могших больше терпеть его самодурство, не могших больше терпеть этого гондона, живущего в своих самодурских фантазиях. Не по принципу, подходит ли тот или иной кандидат на эту должность или нет, а по принципу, есть ли у него дети. Я не шучу, наш самодур Губокрас сейчас на собеседовании задает главный для него вопрос: есть ли у тебя дети? Потому что этот трус прекрасно понимает, что у нас в стране уже полная жопа. А значит, эксплуатировать подчиненных, не опасаясь за свою задницу, а это у него самое опасное место, ему гораздо легче, когда у них дети. Люди боятся потерять работу, им приходится соглашаться с любой тупостью начальников-самодуров и выполнять любое их приказание, опустив глаза, которые даже порой совершенно и к работе никак не относятся. Но поскольку он абсолютно безграмотный, по моему мнению, толком нигде не учился, говорят, то ли техникум, то ли колледж где-то заочно закончил, что, собственно, одно и то же. Он искренне считает, что если он начальник, то может приказать тебе выполнять любую работу, которая ему только в голову придет. Уж поверьте, я знаю даже, как в университете-то заочно учиться. Про техникумы там вообще речи не идет. Но почему такое мнение? Потому что помню, как-то года через 2-4 после того, как он пришел начальствовать, он досуживался дома, похоже, прочитать школьный учебник физики, раздел электричества, и вычитал там про закон Киргофа. Пришел и целый день светящийся ходил, у всех спрашивал, задавал вопрос: а ты знаешь закон Киргофа? Веселый такой ходил, гордый. Но я ему тогда ответил: Киргофа? Говорю, знаю, конечно. Слушай, вот, говорю, работал я когда-то на монтаже, строил электростанцию у нас, Ивановский ПГУ. Работал у нас два крановых, Юра и Боря. Работали они крановщиками на деках, дизельных электрокранах, соответственно, с электричеством связано. И вот их послали экзамены сдавать. Это мне один из них рассказывал, второй рядом сидел, соглашался, вроде так и было. Боря, да, говорит, захожу я первый, комиссия, говорит, сидит большая. Сидят такие все серьезные, на меня смотрят. Ну вот там задают мне вопрос: а ты знаешь, говорит, второй закон Киргофа? Я, говорит, на них смотрю, так на всех посмотрел. Я, говорит, ты первый никогда не знал, вы мне тут второй. И там, все понятно, ладно, иди, сдал. Выхожу, говорит, довольный. Боря ко мне подбегает: ну что спрашивали, что там было-то? Я ему: слышь-ка, а ты Киргофа-то знаешь? Тот: а он что, там что ли сидит? Ладно, вот такая вот история, братцы. Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Удачи!